魂殿。唐三，本教皇这就送你去跟他团聚。小五，我说过，所有伤害你的人，一定要让他1000-100倍奉还。В финальной битве произойдет много невероятных, даже неожиданных событий. Например, когда воскресший Тансан снова пришел к богиням Бибидун и Тяньжэньсюя, они не могли поверить глазам. Совсем недавно новый морской бог Тансан был мертв. Это казалось чудом. Но чуть позже произошло что-то необыкновенное. Тансан в это время столкнулся с Тяньжэньсюя и Бибидун на уровне бога. В этой битве каждый титулованный играл свою роль. Танхао с братом, монстры Шрека, все мастера клана Тан. Но в самый критический момент Сяову снова спасла Тансана. Уже трудно и сосчитать, сколько раз она выручала его. После проигрыша в предыдущий раз Тансан был более подготовлен, используя 13 навыков трезубца. Бибидун в критический момент использовала свою лучшую способность, когда она была еще духовным мастером – бессмертное тело. Она превратила свое тело в бесформенную энергию, чтобы избежать полной атаки трезубца морского бога. Конечно, она не могла полностью вернуться от него, но по крайней мере она избежала физической атаки трезубца весом в 1 000 000 дзынь. Тансан был поражен. Тело Бибидун двинулось назад, выплюнув полный рот крови. Тансан тоже был отброшен назад. На его теле постоянно вспыхивали темно-фиолетовые молнии, ментальная атака Ракшасы. Злые мысли сильно поражали его божественную душу, и он противостоял им, используя свою божественность. В этот момент боевые способности Тансана достигли самой низкой точки. Он был практически открыт для любой атаки. Увидев, что Бибидун ранена, Тяньжэньсюя с ангельским мечом в руке начала преследовать Тансана. Ее священный меч оставлял после себя множество исчезающих теней. У Тансана не было сил противостоять ее атаке. Морской бог, столкнувшись с богом Ракшасой и ангельским богом, сейчас не имел никаких шансов. В этот момент к Тансану ворвалась розовая фигура. Она не остановила Тяньжэньсюя, просто протянула руки и обняла Тансана, который все еще боролся с силами бога Ракшасы. Она повернулась спиной к приближающемуся ангельскому мечу. Эта сцена спасения очень напоминает тот случай, когда Сяову, еще будучи в 6-м кольце Тансана, спасла его от меча Тяньжэньсюя у дворца императора. Увидев, что Тансан в беде, Сяову и на этот раз не раздумывала. Ее действия были быстрыми, без малейшего колебания. Хотя скорость ангельского меча была высокой, Сяову обняла Тансана до того, как ангельский меч смог ударить его. Увидев, что возле Тансана появилась Сяову, Тяньжэньсюя ненадолго остановилась. Это снова она, единственная женщина в сердце Тансана. В этот момент в ее голове вдруг возникла странная мысль. Если бы она была на месте Сяову, смогла бы она поступить так же и своим телом прикрыть любимого? Теперь Тяньжэньсюя наконец поняла, почему Тансан всегда был к ней холоден и почему в его сердце была только Сяову. Когда у нее внутри вспыхнула ревность, Тяньжэньсюя закричала, и ангельский меч в ее руке резко ускорился. Огромное солнечное пламя вспыхнуло, она рвалась вперед. «Если ты хочешь умереть вместе с ним, я исполню твое желание». На самом деле, поскольку Сяову видела совместную атаку Бибидун и Тяньжэньсюя, она была хорошо подготовлена, ожидая этого момента. Иначе как она могла спасти Тансана в этой критической ситуации? Она крепко обнимала Тансана. Оставшиеся злобные силы Ракшасы проникли в ее тело и разум. Она также не сопротивлялась, потому что хотела забрать часть этого влияния. Она смотрела в глаза Тансана со своей бесконечной любовью. Ее глаза говорили ему, что она хотела умереть вместе с ним. Тансан крепко взял в руку трезубец морского бога. Он не развернул Сяову, а обнял ее в ответ, гораздо сильнее. Результат не изменится, он не был готов принять это. Однако он использовал все свои силы. Что он хотел сделать сейчас, так это остаться вместе со своей любовью, независимо от того, мертв он или жив. Когда Сяову вскочила с горного перевала и обняла его, он принял решение. Он знал, что если он погибнет в этой битве, Сяову больше не будет жить, потому что он был смыслом ее жизни. Он мог бы заставить ее жить какое-то время, но она все равно не будет снова счастлива. Таким образом, в этот критический момент они должны вместе пройти путь к перерождению. По крайней мере, они никогда не расстанутся. Можно сказать, Тансан готовился к худшему, думая, что они оба погибнут. Ангельский меч с ворчанием приближался, собираясь сжечь их, однако, похоже, их это не беспокоило. Теперь в сердцах Тансана и Сяову была только одна мысль. Хотя мы родились в разные дни, мы хотим умереть вместе, в один и тот же день. Бум! Ангельский меч пронзил Сяову. Это была атака божественного ранга. Атака, которую вызвала зависть Тяньжэньсюя. Она не сохранила ни одной части своей энергии, изливая ее всю на Сяову. Хотя Сяову активировала защиту, это не могло спасти от надвигающегося удара меча. Это уничтожит их из этого мира. Представив на секунду их смерть, Тяньжэньсюя начала грустить.
Хулена рухнула на землю, плача от горя. Никто никогда не думал, что в этот момент может произойти что-то положительное. Но это произошло. В тот момент, когда ангельский меч достиг спины Сяову, из ее тела вырвался яростный красный ореол, полностью остановивший это палящее ангельское пламя. Случилось слияние на уровне богов. Тансан превратился в бога Асуру, самого грозного и страшного из богов. Эту убийственную ауру нельзя ни с чем спутать. Бибидун не хотела этого признавать, но огромный красный свет перед ней и был силой Асуры. Асура держал в себе все убийственные ауры в мире, только он мог угнетать ее таким образом. Тансан в ярости, он будет мстить ей за все. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой жертве Сяову и слиянии с Тансаном. Подписывайтесь на канал и всем пока.